Друзья, наше путешествие по Сицилии мы начнем с города Рагуза, архитектурные ансамбли которого в стиле сицилийского барокко раскинулись на холмах, образуя уникальные виды вот в этом самом старинном сицилийском стиле, который только там и можно найти и насладиться неспешным темпом жизни местных жителей. Лучшие виды вам откроются от церкви Санта-Мария-делла-Скала. Это стоит того. В 15 километрах от Рагузы находится другой, не менее примечательный городок – Модика. Это земля, на которой жили древние греки, римляне, византийцы. Город также расположен на холмах, известен своим сицилийским барокком и шоколадом, приготовленным по древним традициям. Находясь на Сицилии и не побывав в городе, в котором родился и жил сам Архимед, было бы ошибкой. Добро пожаловать в Сиракузы! Античные Сиракузы были крупнейшим городом Великой Греции. Цицерон упоминает этот город как величайший и красивейший из греческих городов. Рядом с городом Сиракузы находится грандиозный археологический парк Неаполис. Прекрасная возможность совершить путешествие во времени и узнать много нового и интересного о периоде античности. Из основных объектов парка это греческий театр, один из самых больших в Европе. Еще один любопытный объект парка это пещера Уха Дионисия. По легенде, тиран Гейрон обустроил этот грот для подслушивания речей своих подданных. В городе Таурмина точно стоит прогуляться по маленьким и очень уютным улочкам и потом переключиться на живописные пляжи, вот как этот. Он обязан своим названием тому маленькому островку, который называется Изола Белла – Белый остров. Я с уверенностью могу сказать, что это один из самых красивых городов, которые я видел до этого момента. Ущелье Алькантара – это один из самых популярных геологических парков в Италии. Многие его называют итальянский Большой каньон. Однозначно здесь стоит побывать. Парк ущелья Алькантара предлагает маршруты для пешего туризма, посещение ботанического сада и рафтинг. В общем, выбирайте сами, что вам по душе. Кастельмоло – это крошечный, уютный и очень красивый городок на большом холме, в котором вы можете посетить старую крепость и пить кофе на террасе в кафе и наслаждаться одновременно видом моря и легендарной Этной, которая постоянно, казалось бы, собирает темные силы вокруг себя и напоминает о себе постоянными взрывами. Савука – это не просто очень красивый городок в горах, но и город-легенда, так как в нем снимался фильм «Крестный отец». Сцены были засняты в баре Вителли, который сейчас пользуется огромной популярностью на узких улочках города и в церкви Святого Николая, которая стоит на краю скалы. Побывав здесь, вы ни за что не пожалеете об этом.
Ах, Палермо, многовековая столица Сицилии, такая разная, нежная и порой суровая, балующая взгляд и ошеломляющая роскошными ансамблями Ренессанса и одновременно удручающая видом рядом с ними стоящими заброшенными домами. Ах, Палермо, рай для гурманов и любителей полакомиться вкусными блюдами. Все это город со смешанной и одновременно очень доброжелательной культурой, влюбляющей себя с первого взгляда. Полный фильм о Палермо вы найдете по ссылке на экране или в описании к этому видео. Катания – уникальный город в Средиземноморье, второй город на острове. И по моим ощущениям, этот город – душа Сицилии. Добро пожаловать в Катанию, в город, стоящий под грозным вулканом Этна и имеющий свою особенную атмосферу безграничной доброжелательности и одновременно какой-то такой расслабленности, которая поглотит вас и заставит двигаться в темпе типичного сицилианца. То есть немного медленнее, но при этом больше наслаждаясь жизнью. Невозможно не влюбиться в этот город и добросердечных людей, а при виде свежеприготовленных морепродуктов аппетит разыгрывается с троекратной силой. Полный фильм о катании вы также можете посмотреть по ссылке на экране или в описании к этому видео. В долине храмов богов Агридженто вы будете стоять перед огромными колоннами древнегреческих храмов и восхищаться мощью и великолепием этих объектов, затая дыхание. В настоящее время не существует других более сохранившихся древнегреческих храмов, как в Агридженто, по крайней мере за пределами Греции. В основном все храмы строились в знаменовании победы над врагами. Это святая святых на Сицилии. Она мать. Она подобна божеству, к которому преклоняются, но которого иногда и опасаются. Пожалуй, Этна – это победитель моего списка топ-10. Поднимитесь наверх и в прямом смысле почувствуйте ее дыхание, безмерную мощь и оставьте там навсегда частичку своего сердца, потому что это место того стоит. Но в заключение, если вам понравилось, не забудьте нажать на лайк и подписаться на канал. Ваша активность – это моя мотивация создавать новые красивые истории. Чао, друзья!